обманывает задолго до финального поворота. Он уверенно ведет тебя к неправильному выводу. Ты смотришь на следы, слушаешь свидетелей, веришь герою, замечаешь странные детали и все равно до конца не понимаешь, где именно история начала играть против тебя. В этом выпуске 10 фильмов, которые держат за счет ощущения ловушки. Здесь будут исчезновения, закрытые пространства, чужие правила игры, семейные тайны, опасные рассказы и люди, которым нельзя доверять даже тогда, когда они говорят спокойно. Рейтинги здесь не главный принцип, важен другой критерий. После финала фильм должен заставить тебя мысленно вернуться назад и пересобрать все заново. Именно такие истории собраны здесь. Без спойлеров, но с ясной причиной смотреть дальше. Если любишь триллеры, где развязка меняет ответ и весь путь к нему, оставайся. Начнем с «Острова», где расследование быстро перестает быть просто расследованием. Страх Шаттер-Айленда. Внутренний, он живет в пространстве между памятью и реальностью. Страх в пленниках другого рода. Его можно измерить в часах, и он понятен каждому родителю. В День Благодарения из тихого американского пригорода исчезают две маленькие девочки, дочери двух соседских семей. Полиция задерживает единственного подозреваемого, молодого мужчину с умственными особенностями. Улик недостаточно, и его отпускают. Детектив по имени Локи продолжает официальное расследование, но отец одной из девочек, Келлер Довер, ждать не намерен. Он берет дело в собственные руки, и именно здесь фильм начинает задавать вопросы, на которые нет удобного ответа. Где заканчивается право родителя защищать своего ребенка любыми способами, и начинается то, за что он сам заслуживает ответственности. Хью Джекман сам добивался этой роли, намеренно уходя от экшн-проектов, чтобы доказать диапазон. Его Довер – верующий мужчина, охотник, человек с четкими представлениями о справедливости. И именно эта уверенность разрушает его быстрее, чем любая внешняя угроза. Чем дальше он идет, тем больше размывается граница между спасением ребенка и преступлением. Сценарий Аарона Гузиковски несколько лет пролежал в черном списке лучших нереализованных скриптов Голливуда, и Дэнни Вильнев взял его для своего голливудского дебюта. Фильм снимался в Атланте. Плотно, методично, с тем же холодным визуальным языком, который потом появится в «Прибытии» и «Дюне». Здесь этот язык работает на ощущение тупика. Чем больше движения, тем меньше выходов. «Пленники» — криминальный триллер, который не дает никому из своих персонажей выйти чистым. Хороший человек делает необратимые вещи. Зритель его понимает. Это неудобное совпадение и есть то, что остается после финала дольше всего. Пока один отец ищет конкретного врага где-то снаружи, следующая история ставит вопрос острее. А что, если враг живет в одной спальне с тобой? Когда враг незнакомец, у страха есть форма. Когда враг человек рядом, форма исчезает и остается только ощущение, что земля ненадежна. Исчезнувшая начинается как история о пропавшей жене, но с первых минут внутри что-то не так. В день 5-й годовщины свадьбы Ник Дан обнаруживает, что Эми не вернулась домой. Следов борьбы почти нет, но дом выглядит подозрительно. Ник звонит в полицию, и с этого момента история движется сразу в двух направлениях одновременно. На экране разворачиваются два параллельных нарратива. Настоящее, в котором Ник становится главным подозреваемым в глазах медиа-исследователей, и записи дневника Эми, которые постепенно рисуют совсем другой брак и совсем другого мужа. Два голоса, две версии одного брака, и зритель не знает, кому из них верить. Именно в этом зазоре между версиями прячется настоящий фильм. Дэвид Финчер настоял на Бене Аффлеке именно потому, что у того, по его словам, доверчивое американское лицо. Внешность человека, которому зритель автоматически верит, пока не становится слишком поздно. Розамунд Пайк сбросила 8 килограммов, изменила осанку и месяцами работала с психологом над маской нормальности. Финчер требовал, чтобы Эми выглядела идеальной даже тогда, когда аудитория уже догадывается, что за этим стоит. Гиллиан Флинн лично написала сценарий по собственному роману и изменила финал, сказав: «Версия для экрана более жестокая».
«Исчезнувшая» работает как холодный, технически точный триллер о том, что брак — это два человека с двумя разными версиями одной истории. Финчер снимает это с хирургической точностью. Каждый кадр выверен, каждый диалог — ловушка. Пересматривать этот фильм значит видеть совершенно другое кино. Зная финал, замечаешь то, что в первый раз было спрятано у тебя на виду. Если здесь обман, оружие между двумя людьми, то в следующей истории он стал профессией и был возведен в ранг абсолютного искусства. Финчер показал, как один человек превращает ложь в произведение искусства. Кристофер Нолан идет дальше и строит фильм, в котором двое мужчин посвящают жизнь тому, чтобы обмануть друг друга, и платят за это все. В центре два иллюзиониста – Роберт Энджер и Альфред Борден. Когда-то они были партнерами, потом во время выступления гибнет женщина, ассистентка, жена одного из них. Оба выживают, но их разделяет теперь взаимная одержимость уничтожения. Каждый трюк становится опаснее предыдущего, каждая победа требует ответа. Фильм следует обоим попеременно, не давая встать на чью-либо сторону окончательно. По мере роста ставок каждый из них жертвует тем, что еще недавно казалось незаменимым. И эта цена накапливается незаметно, пока ее полный объем не становится виден в финале. Нолан с братом Джонатаном разрабатывали сценарий 5 лет, и сам он построен как фокус – 3 акта. Обещание, поворот и престиж зеркалят механику иллюзиониста. Это превращает зрителя в часть номера задолго до финала. В какой-то момент дуэль выходит за пределы сцены. Один из них раскрыл секрет, который по законам физики не должен существовать. И именно здесь в историю входит Никола Тесла. Его сыграл Дэвид Боуи, и по словам Нолана, Боуи принес с собой полное понимание того, каково быть человеком, которого считают волшебником, а не ученым. Съемки велись одновременно на 2 континентах. Викторианский Лондон снимался в Лос-Анджелесе, лаборатория Теслы в Колорадо. «Престиж» — фильм об одержимости, которая стирает человека изнутри. Финал дает ответы и при этом оставляет четкое ощущение, что ты тоже был частью трюка, хотя так и не заметил, когда именно это случилось. Если здесь оба знали правила с первой сцены и сами в них вошли, то следующий участник этого выпуска обнаруживает себя уже внутри чужой партии, не выбирая и не соглашаясь. В «Престиже» оба дуэлянта сами выбирали оружие и правила. А Десу никакого выбора не делал, он просто однажды не дошел домой. Обычный мужчина оказывается в комнате. Кровать, телевизор, еда через щель в двери. Никаких объяснений, никаких обвинений, никакого суда. Так проходит 15 лет. Затем его также внезапно отпускают. На улицу, с деньгами в кармане и без ответа на единственный вопрос – за что? Тот, кто устроил все это, знает о нем каждую подробность. Его слабости, его боль, его прошлое. А Десу не знает об этом враге ничего. Этот разрыв не случайность, а инструмент. Враг не просто запер его, он методично готовил ловушку на другом конце свободы. Чхве Мин-шик играет Одесу как человека, который провел 1,5 десятилетия в 4 стенах, но не сломался. Он заточил себя как нож. Цель одна – найти того, кто это сделал, и узнать почему. Но каждый шаг к ответу кто-то уже просчитал раньше него. Пак Чхан-ук снял один из самых физически изматывающих фильмов в истории жанра. Знаменитая коридорная драка – непрерывный план без монтажных склеек, снятый 3 дня и 17 дублей, в котором актер реально выбивался из сил. Перед ключевой сценой с живым осьминогом Чхве Мин-шик, будучи буддистом, просил прощения у животного после каждого дубля и все равно съел 4. Эта деталь точно передает тон фильма. Здесь все настоящее, все стоит усилий, и ничто не обходится без цены. В 2004 году «Олдбой» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Квентин Тарантино, председатель жюри, пролоббировал награду лично. «Олдбой» — лабиринт, из которого не выйти без потерь. Единственный способ узнать это — добраться до конца. Ответ, который там ждет, окажется хуже любой неизвестности. От частной ловушки одного человека следующий фильм делает шаг в другую сторону, к ловушке, в которую попадает целая семья, и строит ее сам класс. А Десу искал конкретного врага. Имя, лицо, мотив. Семья Ким врага не ищет вовсе. Они просто хотят выбраться из подвала. В буквальном смысле.
4 человека – отец, мать, сын и дочь – живут в полуподвальной квартире в Сеуле. Работы нет, деньги заканчиваются. Когда сын по имени Гиу получает шанс устроиться репетитором в богатую семью Пак, он соглашается. И дальше семья Ким начинает действовать методично. Один за другим они занимают должности в доме с изобретательностью и хладнокровием, которые трудно не оценить. Пон Джун Хо выстраивает первую половину как темную комедию. Ловкие решения, удачные совпадения, хорошо скроенный план. В основе исследовались реальные случаи. Семьи из трущоб нелегально жили в подвалах богатых домов Сеула. Дом семьи Пак построен с нуля специально для съемок. Его архитектура намеренно устроена так, чтобы в кадре одновременно ощущалось превосходство и внутренняя нестабильность. В какой-то момент Кимы обнаруживают, что у этого дома есть секрет. Секрет, которого они не ожидали и который не позволяет им остановиться там, где было бы разумно. Именно здесь паразиты делают жанровый сдвиг. Туда, куда зритель не ожидал. То, что казалось безопасным планом, начинает рассыпаться. Сила фильма в том, что обе стороны, и богатые, и бедные, оказываются заперты в одной структуре, где никто не выигрывает без потерь. «Паразиты» стали первым корейским фильмом, выигравшим золотую пальмовую ветвь в Каннах, и первым неанглоязычным фильмом в истории, получившим Оскар за лучший фильм. «Паразиты» убеждают, что ты понимаешь, чем закончится история, ровно до момента, когда она вырывает почву из-под ног. От плана, который рушится из-за того, что было спрятано в доме, следующая история движется туда, где угроза запечатана в конверте, и читать ее также опасно. Там, где Пон Джун Хо прячет угрозу в подвале, Том Форд запечатывает ее в конверт. Рукопись романа, которую получает женщина от человека, которого давно не видела. Сьюзен – владелица арт-галереи в Лос-Анджелесе. Жизнь выверена, красива, пуста. Однажды утром у двери обнаруживается посылка от бывшего мужа, Эдварда, которого она не видела много лет и о котором старалась не думать. Внутри рукопись его нового романа. Она начинает читать. Книга – жесткий криминальный триллер. Семья мужчины по имени Тони остановилась ночью на пустынном шоссе в Техасе, и встреча с незнакомцами превращается в кошмар без выхода. Фильм разворачивается в 2 слоях одновременно. Реальность Сьюзен, которая читает и не может остановиться, и мир романа, снятый Фордом как отдельное кино внутри кино. Темное, жесткое, с техасской пустошью как образом абсолютной беспомощности. Чем дальше Сьюзен продвигается по страницам, тем яснее. Каждый жестокий поворот адресован ей лично. Это письмо, написанное на языке боли и беспомощности, и женщина понимает это постепенно, страница за страницей. Аарон Тейлор Джонсон сыграл главного антагониста, роль, которую Форд предложил ему после того, как наблюдал за актером за ужином. Что-то в мимике за столом дало режиссеру все, что нужно. Тейлор Джонсон выиграл за эту роль «Золотой глобус». Форд – модельер, основатель одноименного бренда, намеренно запретил использовать в фильме любую свою одежду. Дистрибьютор заплатил рекордные $20 миллионов за мировые права после торгов на Каннском фестивале. «Ночные животные» – медленный, визуально безупречный триллер, где месть приходит через историю, а не через встречу. Это кино, которое становится больнее по мере чтения и остается с тобой дольше, чем большинство открытых финалов. Если здесь тайна спрятана в тексте, в следующей истории тайна спрятана в самом жанре детектива. Форд прячет месть в красоте кадра и болезненной тишине. Райан Джонсон прячет ее в правилах жанра, которые зритель считает давно знакомыми, и аккуратно использует это доверие против него. В поместье Тромби в Конкорде, Массачусетс, умер старик. Знаменитый писатель детективных романов Харлан Тромби найден мертвым. Полиция квалифицирует смерть как самоубийство. Алчная, разобщенная семья собралась на похороны, и в этот момент в доме появляется частный детектив Бенуа Блан. Анонимный клиент нанял его выяснить, было ли это убийство. Жанровый механизм включается в полную силу и сразу начинает сбоить. Анна де Армас играет Марту Кабреру, медсестру Тромби, и именно она, а не детектив, держит нарративный центр тяжести всего фильма. У Марты есть физиологическая особенность – она не способна солгать, не отреагировав телом.
Блан это замечает и берет ее в союзники. Это создает новую ловушку. Марта знает нечто критически важное, но распоряжаться этим знанием так, как хотела бы, она не может. Каждый член семьи давит по-своему. Блан ведет расследование своими методами, а дело, которое должно было быть простым, оказывается сложнее с каждым скрытым слоем. Джонсон написал сценарий в перерывах между пересъемками «Последних джедаев», буквально на карточках в гостиничном номере. Реальный особняк нашли за несколько недель до начала съемок, а сам фильм сняли за 30 дней. До выхода картины Анна де Армас была мало знакома широкой аудитории, и именно этот фильм изменил все. «Достать ножи» разбирает правила детектива на части с очевидным удовольствием и пересобирает их во что-то, чего ты не ожидал. Если думал, что знаешь, чем заканчиваются истории о богатых семьях и закрытых поместьях, этот фильм с тобой не согласен. Если здесь правила жанра ломаются намеренно, в следующей истории ломаются правила физики. Без предупреждения и без объяснений. Джонсон сломал жанровые правила осознанно, как режиссер с полным контролем над материалом. Джеймс Уорд Биркитт снял фильм, в котором правила физики ломаются сами, за $50 тысяч, за 5 дней в собственном доме. 8 друзей собрались на ужин. Обычный вечер, обычный разговор. И мимо Земли в это время проходит комета. Гаснет свет, телефоны умирают, а на соседней улице появляется еще один дом с горящими окнами. Точная копия того, в котором они сидят. Первые попытки разобраться только порождают новые вопросы. Постепенно выясняется, в том доме они сами. Другая версия – из параллельной реальности, и это не единственная версия. Что делать, когда встречаешь другого себя, и ни один из вас не может доказать, кто настоящий? Этот вопрос становится двигателем нарастающей паники. 8 человек начинают принимать решения, и каждое решение закрывает дверь назад. Биркитт провел целый год, рисуя схемы и карты параллельных реальностей, прежде чем начать съемки, чтобы каждая сцена импровизации укладывалась в заранее просчитанную физику. Весь диалог в фильме – импровизация. Актеры знали только своих персонажей и базовую ситуацию. Это создает ощущение подлинной паники, которую не получить через написанный сценарий. Эмили Болдуин в главной роли проводит зрителя через все стадии – от любопытства к страху, от страха к отчаянию и к финальному выбору, который остается одним из самых тихих и одновременно жутких в жанре. В 2024 году было объявлено о сиквеле. Через 11 лет после выхода культовый статус реанимировал проект. Связь — 8 человек, бесконечное число версий, ни одного способа вернуться к тому, что было до кометы. Если здесь реальность трескается под давлением природного явления, в следующем, последнем фильме этого выпуска реальность ломает один человек, намеренно, с самого начала. Есть фильмы, где реальность рушится сама. И есть фильмы, где ее разрушают намеренно, с самого первого кадра, пока зритель еще думает, что просто слушает историю. «Подозрительные лица» — это второй случай в его абсолютной форме. Допросная комната. Хромой мужчина по имени Вербал Кинт – мелкий мошенник, единственный выживший после взрыва на корабле в порту Лос-Анджелеса. Следователь хочет знать, что произошло, и Вербал начинает рассказывать. История, которую он излагает, о том, как 5 преступников оказались втянуты в операцию легендарного криминального босса Кайзера Созе, персонажа, которого никто не видел, персонажа, который, возможно, вообще не существует. Каждая деталь рассказа Вербала встает на место, история складывается красиво, и именно это начинает казаться подозрительным. Вербал говорит спокойно, уступчиво, с видом человека, которому скрывать нечего. Именно это главный его инструмент. Кевин Спейси создает Вербала Кинта как человека, которого невозможно не недооценить. На этом держится весь механизм фильма. Бюджет картины составлял $6 миллионов. Рекламной кампании не было, только постеры с одним вопросом: кто такой Кайзер Созе? И слово передавалось от зрителя к зрителю. Сценарий написал Кристофер Маккори. На фестивале в Санденсе журналист спросил его и Брайана Сингера о следующем проекте. И идею произнес вслух Маккори. Потом он провел 5 месяцев, переписывая ее с нуля снова и снова. Спейси и Маккори получили «Оскар» – лучший актер второго плана и лучший оригинальный сценарий.
Подозрительные лица – фильм, в котором ненадежный рассказчик является архитектурным принципом, а не приемом. Один из немногих триллеров, где финальные 30 секунд переписывают все, что было до. После первого просмотра хочется вернуться к самому первому кадру, проверить, где именно началась ложь. И главный вопрос, который этот фильм задает точнее всего, когда история звучит слишком складно – это правда или ловушка? После таких фильмов титры не закрывают историю. Наоборот, именно после финала начинается вторая часть просмотра. Уже у тебя в голове. Ты возвращаешься к первым сценам, вспоминаешь странные паузы, слишком спокойные ответы, детали на фоне, решения героев, которые раньше казались обычными. Были разные ловушки: закрытый остров, пропавшие люди, семейные тайны, чужие правила игры. Опасные рукописи, допросы, двойные версии реальности. Но все они работают по одному принципу. Хороший триллер не обязан все время кричать, ускоряться и давить музыкой. Иногда ему достаточно спокойно посадить зрителя рядом с героем и дать поверить в версию, которая удобнее всего выглядит именно сейчас. Поэтому главный эффект таких фильмов не только в неожиданной развязке. Сильнее работает момент после нее, когда ты мысленно пересобираешь всю историю и признаешь: тебя обманули честно. Подсказки были, логика была. Просто ты, как и герой, хотел верить не тому человеку или не той картине мира. И в этом есть отдельное удовольствие. Один фильм держит через расследование, другой — через чувство вины, третий — через ложь, рассказанную слишком убедительно. Но лучший результат всегда один. Ты не просто узнаешь ответ, а начинаешь сомневаться в собственном пути к нему. Напишите в комментариях, какой триллер из этого выпуска сильнее всего изменил ваше восприятие после финала. И какой фильм вы бы добавили в следующую подборку. Если любите кино, которое оставляет послевкусие и заставляет спорить уже после просмотра, подписывайтесь на канал. Дальше будем разбирать именно такие истории, без поверхностных пересказов, с нормальной причиной смотреть до конца.